Играть в футбол, я думаю, это идеальная работа и сумасшедшее удовольствие. А еще это огромная привилегия. И больше всего я боюсь, что однажды всего этого лишусь. Как лишился полных трибун, попав в ФНЛ. Первый матч за Томь я сыграл против Ростова в премьер-лиге, а сейчас мы играем в ФНЛ. Ну, вы понимаете. Наверное, большие города не по мне, больше такие провинциальные. То в Новокузнецке, то в Томске, в таких российских глубинках. Ну, ничего плохого сказать не могу, наоборот, нравятся, спокойные города очень. Ребята также в команде там бывает потравливают то, что там вратари не от мира всего, отдельной жизнью живут, другой склад ума какой-то вообще. Ну, возможно, это так и есть. Мечта каждого футболиста — это, наверное, попасть в сборную. С самого детства мечтал об этом и до сих пор хочу, думаю, все вполне возможно. Потому что я знаю, чего хочу. Каждый день выходить на поле и доказывать, что я могу становиться еще лучше. Всем привет, я Александр Мелихов, вратарь футбольного клуба «Томь». Да, не раз такое было, то, что я хотел послать этот футбол куда подальше. Еще когда в детской школе, помню, занимался, было дело. Был такой момент, период, наверное, самый сложный. Переходный возраст, наверное, был. Ничего не получалось, все это бесило. Как-то сам осознал, наверное, то, что неправильно поступаю, надо пересмотреть отношение к себе, к футболу, и все обязательно получится. То, что я родился в Кемеровской области, особо не разгуляешься. Ну, на шахте бы, наверное, работал или на заводе. Ну, у меня папа на заводе работает, мама продавцом в магазине. Начал играть в Новокузнецке в возрасте 6 лет. На одной тренировке тренер сказал: попробуй, встань. Ну, как-то с того момента так все и началось. Ну, до 4 класса неплохо учился. Ну, даже на отлично, по-моему, почти. Потом как-то не сильно пошло у меня в учебе. Ну да, школу с горем пополам закончил. В Ленинске-Кузнецком как-то играли. Чемпионат области был среди нашего возраста. Получается, жили в гостинице. Ну, даже сложно назвать гостиницей, это в общежитии, наверное. И жили в комнате по 8-10 человек примерно. Некоторых приматывали к кровати скотчем. Даже, главное, не просыпались от этого. Потом, когда утром просыпались, там, конечно, нормально так трещали все над этим. Ну, тогда мне сделали зарплату 7 тысяч рублей. Это примерно на 7 тысяч больше, чем я получал тогда раньше. Подавал мячи еще, можно сказать, ходил в команде. Потом как-то тренер вратарей сказал: вот тебя подтягивают, тренировку с основным составом. Меня, конечно, это удивило, даже не поверил сначала. Другие скорости, другие удары, все-таки с мужиками, можно сказать, тренировался. Первый год, наверное, вообще себя клоуном чувствовал по сравнению с ним. Сложно было. Все самое интересное происходило, наверное, в детстве, когда нам было 10-14 лет. Ну, чаще всего мы ездили в Барнаул. Это наш такой самый, раз 10, наверное, постоянно там турниры были региональные. Обычно в гостинице около номеров бутсы оставляем. Товарищ выходит, а у него роллтон заварен прям в бутсы с кипятком. Надо было тогда видеть его глаза. А это еще как раз перед игрой было. За час или за полтора, наверное. Вот он потом пошел промывать. Ну вот это наша раздевалка. Приезжаем на стадион, в раздевалку заходим, оставляем вещи. Сначала первым делом идем поле посмотреть, в каком состоянии находится, какие бутсы подобрать к игре. У каждого свой подход к игре, каждый отдельно готовится. Кто-то растирается, массажистов, кто-то делает разминку, растяжку. Музыку слушаем постоянно. Ну а бока содранные, да, это вечная проблема. Как мне тренер раньше говорил, как можно было вратаря узнать на пляже. Вот, допустим, лежит человек, у него волос вот на боку, на ноге нету. Все, значит, вратарь, все содрано.
2011 году примерно. В Барнауле мы играли региональный турнир. Предпоследний матч уже был с барнаульским «Динамо», играли тогда. Поймал кураж какой-то. Сам от себя даже не ожидал. Абсолютно все получалось. Можно сказать, летал. Тогда вот я с самых первых минут уже понял то, что, не знаю, мне сегодня точно не забьют. Тогда сыграли 0-0. На этом турнире мне дали этот приз «Лучший вратарь турнира». Конечно, рад тогда был. Приятно. Ну, если сравнивать Премьер-лигу и ФНЛ, это, конечно, два разных футбола. В Премьер-лиге более техничный футбол, там люди более квалифицированы, а тут ФНЛ как на бой выходишь. Очень много за матч борьбы у меня. Поначалу было очень тяжело мне. Все друг друга бьют, а когда ты там играл 25 игр уже, как бы окреп немножко и уже намного легче. Я Александр Соболев, нападающий Томской Томи. И я точно не самый известный Соболев в России. Отец играл в коробках, там, везде, как бы на любительском уровне, я все время с ним. И в 5 лет, как помню, отдали меня в футбол. Я пришел, мне говорят, ты маленький, я потренировался пару тренировок. Вроде играл неплохо, и меня оставили. Вот где-то через 2 года потом перешел к своему тренеру, который меня до 18 лет тренировал. Это было в Барнауле, «Динамо Барнаул», я их воспитанник. В карьере был момент, когда думал, что все, наверное, пора с футболом заканчивать. Там ситуация очень как бы такая. Поехал в Анжи на просмотр, пригласили. Они тогда еще не играли в Премьер-лиге. Зимой поехал, сказали, если ты выйдешь, если мы выйдем в Премьер-лигу, летом мы тебя пригласим. Летом приглашают, я с ними тренируюсь. Первые сборы прохожу, на вторые сборы едем, и говорят, сейчас там подпишем контракты. И за 3 дня до игры мы должны были со сборов идти на игру. Они мне сказали, что нет, мы тебя не берем. Я очень, в шоке был, если честно. Да никак не объяснили, ничего вообще не сказали. Вообще ничего, тишина, просто сказали, не подходишь. Потом поехал в Томск. И так тренеру звоню, он мне уже говорит, что я хочешь приезжать? Я понял, что не хотят меня уже видеть. И тогда я подумал, что, наверное, если сейчас с Томском не получится ничего, то закончу, наверное, потому что не получается в футболе. Там игра буквально была через 2 дня. Сыграл неплохо, там голевую отдал. Проиграли, правда. Хорошо отыграл, все, говорят, берем. И в итоге только в мае месяце я подписал свой первый контракт, буквально год назад. Наверное, я никому не говорил, что я хочу закончить. Может, где-то моя нынешняя жена, тогда еще девушка, говорила, что все получится. Уверен, на 90% не получилось бы с Томском. Я бы закончил с футболом. Я, нападающий, потом там что-то меня переклинило немножко. Я думаю, вратарем буду. Еще как мы, допустим, были 97-го года, играли там против старших. Мне закинули штук 5-6 в 2 матчах. В каждом матче по 5-6, я думаю, не хватит. И опять нападающим стал. Если брать, допустим, последний такой турнир, в 16 лет, наверное, было. Тогда, я считаю, я большой вклад сделал. Мы вышли в финал на России. Моя команда забила 6 голов на этом турнире. И все 6 забил я, и мы вышли в финал. Футбол — это уже не просто для меня игра. Это уже смысл жизни. Без него уже, наверное, не смогу. Играть в футбол, я думаю, это идеальная работа и сумасшедшее удовольствие. 20 лет я, возможно, еще не понимаю, но это и огромная привилегия. И больше всего я боюсь, что однажды всего этого лишусь. Потому что я знаю, чего хочу. Каждый день выходить на поле и доказывать, что я в порядке. Моя мотивация – это моя семья, ребенок, сын, жена. Очень сильно стимулируют. И чтобы они ни в чем не нуждались, для этого нужно играть очень-очень хорошо в футбол.